Всем привет! Сегодня приготовим киевское печенье на белках. Готовится очень просто. Оно прекрасно подходит, когда осталось много белков после выпечки Пасхи или других изделий на желтках. Сначала все подготовим. 100 грамм грецких орехов нарезаем ножом на более мелкие кусочки. В мисочку ломаем 50 грамм черного шоколада. Растапливаем в микроволновке по 10 секунд несколько подходов, каждый раз перемешивая. Когда большая часть шоколада уже растворилась, прекращаем нагревать и перемешиваем до полного растворения шоколада. Также шоколад можно растопить на водяной бане. Шоколад оставляем остывать. В чистую и сухую миску наливаем 160 грамм белков без капли желтка. У меня белки остались после выпечки Пасхи. Миску с белками ставим на паровую баню. Дно миски не должно касаться воды. Сюда же насыпаем 250 грамм сахара. Нагреваем белки с сахаром, постоянно перемешивая, пока не растопится весь сахар. Это легко можно определить пальцами. Если чувствуются крупинки сахара, продолжаем нагревать и перемешивать. Сахар растопился, снимаем миску с огня. Насыпаем щепотку лимонной кислоты. Белки начинаем взбивать миксером сначала на низкой скорости, а затем увеличиваем скорость миксера до максимальной. Белки взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. У меня на взбивание белков ушло примерно 8-10 минут. Белки должны стать плотными, хорошо держать форму и не выливаться из миски. Во взбитые белки насыпаем 30 грамм муки. Сюда же добавляем большую часть подготовленных орехов, а остальные оставляем для украшения. Все аккуратно и не очень долго перемешиваем лопаткой, периодически поворачивая миску. Как только вся мука разошлась, перестаем перемешивать. Сюда же наливаем растопленный и уже немного остывший шоколад. Добавляем его в 2-3 подхода. Перемешиваем буквально 2-3 раза. Опять добавляем шоколад. И снова перемешиваем 2-3 раза. Много перемешивать не нужно, иначе не будет полосок из шоколада. Приготовленную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выкладываем с помощью столовой ложки произвольные горочки. Сверху каждую горку посыпаем орешками. Все ставим в духовку разогретую до 100 градусов. Сушим печенье безе примерно 2 часа. Все зависит от размера печенья. Чтобы выходила лишняя влага при сушке, то лучше приоткрыть духовку примерно на сантиметр. Я обычно вставляю спичечный коробок. Если вы любите безе с мягкой серединой, то нужно сушить немного меньше. Печенье безе с орешками и шоколадом получилось невероятно вкусным и хрустящим. Готовится несложно и продуктов понадобится немного. Также у меня на канале есть и другие варианты рецептов печенья. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторым приготовим песочное печенье с вареньем. Такое печенье-рулетики многим знакомо из детства. Оно получается очень вкусным и готовится совсем несложно. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Наливаем 2 столовых ложки молока и насыпаем 130 грамм сахара. Все взбиваем миксером до легкой пены. В яичную смесь добавляем 200 грамм мягкого сливочного масла. Опять все взбиваем до однородности. Сюда же добавляем 400-450 грамм муки и 15 грамм разрыхлителя в 2 подхода. Замешиваем тесто сначала миксером, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и однородным. Готовое тесто скатываем в шар, заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто разделяем на 2 части. Каждую часть теста раскатываем в прямоугольный пласт толщиной примерно около 2 мм.
Раскатывать нужно на силиконовом коврике. Если его нет, то тесто можно раскатать на пищевой пленке или пергаментной бумаге. При раскатке теста обязательно нужно посыпать мукой. Берем 150 грамм варенья или джема и смешиваем его с 1 столовой ложкой кукурузного крахмала. Это делается для того, чтобы варенье при выпечке сильно не вытекало. На раскатанный лист теста кладем половину подготовленного варенья. Размазываем его по тесту самым тонким слоем, какой получается. Много варенья не кладите, иначе оно все вытечет при выпечке. Я использую малиновое варенье. С помощью силиконового коврика тесто с вареньем скручиваем в рулет. Руками так тесто не получится скрутить, так как оно очень нежное и мягкое и будет рваться. Рулет разрезаем на примерно одинаковые части. Каждый раз после разрезания я нож вытираю, чтобы рез получался чистым и было легче резать. Подготовленные рулетики по бокам обмакиваем в крахмал и выкладываем на противень, застеленный тефлоновой или пергаментной бумагой. У меня получился целый противень таких рулетиков. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 30 минут. Печенье рулетики с вареньем получились очень вкусными, нежными и ароматными. Если такое печенье пролежит ночь, то на следующий день оно станет еще вкуснее и мягче. Но в моей семье такое печенье так долго не задерживается. Третьим приготовим домашнее печенье с яблоками. Готовится оно очень легко и получается настолько вкусным, что рука сама непроизвольно тянется за следующим печеньем. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. В миску насыпаем 1,5 стакана муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, измельченного мускатного ореха на кончике ножа и столько же имбиря и пол чайной ложки корицы. Все перемешиваем. В отдельную миску кладем 100 грамм мягкого сливочного масла. Насыпаем полстакана сахара и щепотку соли. Все взбиваем миксером 2-3 минуты до побеления масла. Во взбитое масло с сахаром разбиваем 1 яйцо. Опять все немного взбиваем. Сюда же насыпаем подготовленную мучную смесь. Все перемешиваем до однородности. 2 небольших или 1 большое яблоко чистим от сердцевины и кожуры. Очищенные дольки нарезаем небольшими кубиками. Нарезанное яблоко кладем в тесто и все перемешиваем. Из приготовленного теста скатываем небольшие колобки. Для того, чтобы тесто не липло к рукам, смачиваем их водой. Приготовленные колобки из теста кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Противень с печеньем ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 25-30 минут. Готовому печенью даем остыть и выкладываем на тарелку. Сверху посыпаем сахарной пудрой. Домашнее печенье с яблоками получилось очень вкусным, хрустящее снаружи и мягкое внутри с легким ароматом корицы. Обязательно приготовьте такое печенье и сразу пеките как минимум 2 порцию. Оно нравится всем, а особенно детям.